Привет всем! Мы послушали в начале работу вот этих пылесосов. Очень такой забавный звук. Итак, лебеди. Это у нас Асиахерзея, Австрия, Каринтия. И тот, кто подписан на канал, кто смотрит регулярно, знает, что лебеди у нас постоянные гости. На зиму они не улетают. Зима такая, что озеро, в общем-то, если и замерзает, то не полностью. И не каждый год. И поэтому лебеди вполне нормально чувствуют себя здесь и зимой. Кроме того, есть заповедник водоплавающих птиц на восточной оконечности озера. В общем-то, и люди подкармливают. Как бы они не пропадают зимой. А вот сейчас у нас весна. Сегодня будет рассказ про новый корм. То есть мы купили специальный корм для лебедей. Корм для водоплавающих. На основе зерновые. И там есть рыба и беспозвоночные морские моллюски. Это все сделано в виде гранул. Гранулы маленькие, напоминают корм для кошек. И эти гранулы не тонут в воде достаточно длительное время. Я проверял, полчаса не тонут. То есть они собирают их с поверхности воды, что вы видели в самом начале. Итак, у нас процесс нон-стоп. Вот зимой нас не было, вот сейчас мы в начале весны появились. И нас срисовали 3 группы. Вот это мы видим одинокого. Вот, это одинокий. Он молодой, приходит. Вот я ему объясняю, что нет, ты туда не ходи, ты за мной ходи, пойдем в воду. Вот, показал. Пошли. Пошли. Все, он сообразил тот же, делает разворот. Они неуклюжие на суше. Им не очень полезно ходить по склонам. Вот. А если не успеваем перехватить, тогда вот получаем такого, который заглядывает, изображая из себя голодного, несчастного и бьет на жалость. Вот это у нас парочка. Эта парочка молодые тоже. Они к нам раньше не приходили в прошлом году. Они вот в этом году как-то наше место узнали. Ведут себя очень прилично. Они вот так снизу щиплют травку и ждут, пока мы их заметим и что-нибудь им вынесем. Третья группа – это известный вам голубь и голубка. Пара, которая в прошлом году вывела птенцов. Они их приводили. Про этот есть ролик на канале с 1 миллионом с лишним просмотров. И около 20 роликов про вот это семейство голубя и голубки. Они тоже приходят, но довольно редко. А вот эти молодые, вот эта молодая пара, они постоянные гости, но они ведут себя очень прилично. Наверх не поднимаются, они вот так скромненько. Вот. Вот. Стоят там, перья чистят. Вот красота какая. Разминку сделала. Ну, я к ним подхожу и задаю им вопрос. Ну что, кушать будем или как? Или травку будете щипать? Какой план-то? Ну, они, конечно, согласны, что надо идти кушать. Вот я уже прошел на пирс и с пирса их снимаю. Они сейчас тоже пойдут, последуют. Красавцы. Все. Снялся, пошел. Переваливаются так смешно с ноги на ногу. Очень интересная птица. С характерами. Я их жду на пирсе. У меня все готово.
Вот. Вот так вот идет. Ну, у меня с ними отношения вполне такие нормальные. То есть я их не боюсь, я не допускаю каких-то интимностей, там их гладить или... Но они вполне ходят рядом со мной, и я, в общем-то, не боюсь. И они меня тоже... Они могут издать такой звук немножко угрожающий, немножко могут перья поднять. Вот, хвостом машет, это хорошее настроение. Могут так сказать, ну ты давай особо-то не вольничай, а я особо и не вольничаю. Поэтому у нас с ними как-то вот мы друг от друга не шарахаемся, мы живем в довольно тесном контакте. Но я просто понимаю, что у них есть некоторая граница, некоторая приватность, которую не стоит пересекать просто, чтобы их не смущать. Все-таки страх определенный у них есть, и пусть он у них лучше будет. Вот видите, им очень понравился. Мы сомневались, когда брали, вот увидели эти горошки, сомневались, как им понравится. Оказалось, ну, просто вот в самый раз. Потому что хлеб все-таки это деликатес, скорее, их в большом количестве хлеб нежелателен птицам. Он безвреден абсолютно, но он не полезен. То есть вот как-то так. А вот такие горошки, они вполне подходят для такого регулярного питания. Но сейчас по весне трава еще не очень сочная, и может быть им вот эта подкормка от пользы. Утки, естественно, тоже. На упаковке написано, что утки тоже могут есть этот корм. А также большой интерес проявили рыбы. Вот видите, снизу это рыба. Вот так. На канале есть ролик «Битва уток против рыб». Очень рекомендую посмотреть. Рыба на самом деле в озере огромное количество. Причем есть рыба таких размеров, что человек удержать не может на руках. Ну, вот есть фотографии в интернете, можете погуглить. Гигантские карпы, самы. То есть озеро очень богато рыбой. Вот. И рыбалка разрешена. Пожалуйста, надо покупать билет в охотничьем товариществе, рыболовном товариществе, и, пожалуйста, рыбачьте. Вот, у них так бывает, лапу закинет и гребет одной, вторую экономит. Вот, красота какая, со шпорой такая. Это часто бывает, лебедь, когда плывет, одна из лап закинута вот так за спину, а гребет одной. Ну вот у меня ассоциация с пылесосом возникла просто вот. А причем они вот вычищают очень-очень аккуратно все. То есть методично собирают все, но то, чего не соберут, в общем-то оно не пропадает. Всегда следуем где-то на небольшом отдалении утки, которые понимают, что лебедей кормят. Ну, уток я тоже кормлю отдельно, когда лебедей нет. Но они понимают, что после лебедей всегда остается достаточно еды и для них. Поэтому утки всегда потом придут, прочешут и заберут, подберут все остатки. Очень хорошая выдумка с этим кормом, такого размера, оптимального. Он немножко меньше, чем кошачий, ну такой. Вот, очередной, страждущий. Вот как выглядит этот корм. Ну, напоминает кошачий корм. Достаточно мелкие гранулы. И вот эти гранулы просто сыпешь на воду, и они там какое-то время находятся, не тонут. И птицы собирают. Но всем нравится. Уткам нравится, лебедям нравится. То есть там рецептура, похоже, такая правильная. Мы очень рады, что нашли вот этот вариант. Вот, на скорость просто. Вот. А там у нас утки на подхвате. Лысуха и парочка уток. Вот смотрите, опять рыба.
кругом плавает. А вот там под ступеньками, которые в воду заходят, там летом живет щука. Вот у нас каждый год там поселяется щука, и у нее там засада. То есть она очень интересно охотится, то есть на вот этих рыбок. Она периодически делает такой молниеносный просто бросок, и периодически ей удается кого-то поймать. И щуку это, что интересно, если стоишь тихо сверху, то видно, как она высовывает морду между ступеньками там под водой. А появляется, я постараюсь заснять, пока мне заснять ее не удалось. Вот смотрите, тут утки, тут рыбы, а всем нравится корм. Вот. Кроме щуки, периодически где-то поблизости живут две огромные рыбы. Я не знаю, наверное, карпы. Они приплывают, но они держатся возле дна. И их, вот когда озеро спокойное, можно заметить. То есть приплывают два таких монстра и просто там снизу стоят. Постоят немножко и уплывают. Мы рыбу не ловим. Вот лебедь пошел разобраться. Вот, всех разогнал, естественно, и начинает подбирать горошки. Ну, лебеди, они такие. Они тут, как говорили в нашем детстве, шишку держат. Вот, никто не смеет им противоречить. Хотя утки их особо не боятся. Утки, они постоянно там рядом норовят из клюва вынуть. Вот видите, еще весна, еще зеленеть толком ничего не начало. Есть первые кусты желтые. Ну, пока еще ждем. А вот это в течение дня продолжается нон-стоп. Пока светло, а с утра где-то часам к 10 кто-то первый приплывает, они по очереди обход делают. А когда появляется голубь с голубкой, тогда, конечно, другим подход закрыт. То есть они, взрослые лебеди, сильные лебеди, они гоняют конкурентов нещадно. Но вот эти одинокие, вот эта молодая пара, они просто в порядке живой очереди появляются. Появился там, покушал, потусовался немножко, там травку посчитал, все, поплыл дальше. Вот. А другие смотрят, наблюдают, ага, видят, этот ушел, ну, значит и нам можно подойти. То есть у них как-то вот конфликтов вот у одинокого и у молодых не возникало. Ну, конечно, когда появляется голубь с голубкой, тогда все. На канале есть видео, как голубь с голубкой выгнали «Возвращение лебедя по имени Голубь» называется. И вот там, как он выгнал другую пару, там появилась другая пара, и как он их прогнал. Ну, достаточно решительно все это было сделано. Вот. Плавает такая рыба. А летом там просто кишит. А в озере есть восточная половина, западная половина. Восточная половина, она рыбная, более рыбная и в то же время более спокойная. На западная там более ветреная, там для таких водных видов спорта, катамараны и так далее, там более приспособлено. Здесь вода, как правило, спокойная, и здесь достаточно глубоко и полно рыбы. Вот. Это у нас такой одинокий. А там по пирсу гуляет утка. Вот у уток большое преимущество, что они забираются на пирс. Они по ступенькам там подпрыгивают и залазят. И, соответственно, подбирают все, что там упало. И у них всегда есть какие-то крошки, какие-то там горошки отдельные. Вот видите, они тоже, они держатся рядом с лебедями. То есть утки прекрасно понимают, что лебедь получает какую-то еду и, соответственно, что-то у него обязательно там упадет и потеряется. Вот ветер сильный. Ну, весна. Мы этот камыш как-то срезали. Один год зимой, просто озеро когда замерзло, взяли его, скосили под ноль. Но это смысла большого не имеет, он сам себя заменяет. Просто каждый год на месте вот этих камышин высохших, желтых, вырастает зеленый камыш как-то у них. То есть его косить, в общем, не обязательно. Вот они пылесосят.
воду. Смотреть за ними, конечно. Они приходят это на кто доедать участки, еще будет? занимаются тем, что смазывают себе А, оперение. давай. То есть у лебедей над хвостом есть Утки потом такая копчиковая доедят, да? железа, которая выделяет жир. И вот они клювом, Ладно, давайте нижняя еще. часть клюва у них плоская, Приготовились. гладкая, плоская. И вот они Начали. просто растирают вот На этот жир скорость. из этой железы по всему оперению. За счет этого они становятся такие водонепроницаемые и улучшается терморегуляция. Поэтому иногда просто смотришь, ну, вода холодная, там плюс 5, плюс 3, ну, такая. А они плавают хоть бы что. Вот. Еще раз. Вот этот чудо-корм. Но мы сейчас купим еще один вариант корма, тоже для водоплавающих, с большим содержанием зерна и меньше там добавок рыбных. Вот. Посмотрим, как им понравится, и уже по результатам будем смотреть, какой вариант выбрать. Ну, вы понимаете, все это делается в воде. То есть на суше как-то вот это не предусмотрено. Молодцы, как Утки вы на быстро суше справились. более-менее все это собирают, как-то едят, а лебедям нет, на суше трудно. Вот, идет деловой прямо на меня, сейчас растопчет. Ну, а что ты так подошел-то близко ко мне, дорогой? Пошли. Но они уже научились. Раньше бывали случаи, вот по тропинке, по дорожке заходили прямо на пирс, а потом надо было их как-то снимать оттуда. Потом все выучили, что надо в обход, и там специально для них заход есть. Летом мы планируем немножко повыше там перегородить, чтобы они не ходили на террасу. То есть им не полезно. Чего? Там крутой подъем, и им это не полезно. В общем-то, там подниматься. Поэтому будем их перехватывать на более низких позициях. Вот это вот чередование вот этих лебедей, оно фактически целый день. Мы просто смотрим в окошко, ага, прибыли. И как-то встречаем. На самом деле это не утомляет, абсолютно это не надоедает. Общение с ними лично мне доставляет огромное удовольствие. Вот смотрите, вот он как раз он занимается, вот нижней частью клюва он себя вот так мажет, натирает. Вот, как раз вот этот процесс. Ну, они часто этим занимаются, чтобы поддерживать свою непромокаемость. На самом деле, ну да, есть какой-то, ну гадят они немножко, как бывает. Когда это на участке, в принципе, это не проблема, какая проблема. Если на дорожке, ну, оттолкнул на участок и все. В общем-то, удобрение. Вот. Так что нам с лебедями заниматься нравится, мы на них не в претензии. Вот сейчас они перекусили, и у них такое раздумье, чем заняться дальше. У них на самом деле достаточно много опций. Можно поплыть в заповедник, можно перелететь там на поле. Там поле, которое к заповеднику относится, посадили какую-то очень вкусную травку. Там у них сейчас тусовка. У меня видео на канале есть вот про это. А к нам заходит очередная пара. Приходит новый день, появляются новые лебеди. А летом вся эта движуха лебединая будет еще активней. Посмотрим, кто в этом году выведет. Голубь с голубкой вряд ли выведут, у них год перерыв должен быть. Но, возможно, вот эти молодые. К счастью, они приходили, мы видели, что присматривают под гнездо место. Но, к счастью, вот там слишком мало места, они не выбрали. А вот утки у нас регулярно, вот слева от пирса, там утки выводят потомство. И потом с утятами плавают. Ладно, вот такие вот они, лебеди-пылесосы. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Включите уведомления. Посмотрите видео, которые я рекомендую. И успехов
вам.